Все, кто мешает, отсюда уходят. Недолюбленный кот, ложись. Все. Вот, все лежать. Добрый день, друзья. Большое спасибо, что погуляли вместе со мной по выставке цветов в парке Вити Черевичкина. Ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана, как всегда под видео. И я дошла за орхидеями туда, потому что весной приезжала Александра из Краснодарского края и перевозила маленьких малышей. И я вам показывала, что я у нее покупала эти цветочки. Мы с вами их доращивали корни, пересаживали. Потом эти орхидейки у нас зацвели, и все это есть на моем канале. Я все видео, о которых буду упоминать и говорить, вот эти все ссылки или будут в правом верхнем углу экрана, или под видео. Цветы были замечательные, покупала, ну в смысле орхидеи, покупала я их в размере там 1,7 и 2,5. Хочу вам сказать, что вот одна из этих орхидей стоит позади меня, выпустила цветонос, и опять мы увидим ее цветение. Но еще там есть одна орхидея, которая тоже выпускает сейчас цветоносы. Остальные хорошо растут. Поэтому мне очень хотелось купить, конечно, орхидеи. Но погода у нас в этом году непредсказуемая, и все лето, и также и осень. Поэтому, видимо, побоялись привезти таких малышей на выставку. А просто орхидеи. Ну, был один ларечек с орхидеями, но ничего интересного там не было. Даже показывать не стали. Но зато повезло. Приехали любители хой. Что я хочу сказать об этих выставках, потому что ростовчане задавали вопрос, вернее, даже не сами ростовчане, а из области. Когда проходят у нас эти выставки? У нас они проходят, ну, если никаких нет других правил, как сейчас это бывает, проходят 2 раза в год. Весной в апреле, причем в апреле проходит 2 раза. По-моему, первая неделя и последняя неделя. Идет выставка каждый раз 4 дня. Съезжается не только Ростовская область, но и Краснодарский край. И также осенью, в октябре. Первый раз выставка проходила с 7 по 10, а в этот раз была с 21 по 24 октября. То есть 2 раза в месяц и 2 раза в год получается. Я была и в первый раз, когда была в октябре выставка, было очень много фиалок. Так хотелось показать вам фиалки, но на ту выставку попала я без камеры, а в этот раз, наверное, предполагалось, что будет холодно, поэтому фиалочников было очень мало. Но если в следующем году весной опять будет такая выставка, я вам просто покажу потрясающие сорта фиалок. Я когда-то в молодости еще выращивала фиалки, поэтому я тоже всегда на них обращаю внимание. Ну а в этот раз хои. Моя любовь с детских лет – это хои. Причем первый раз, когда я увидела хою, мне, наверное, было лет 8 или 9. У моей подружки, у родителей росла огромная хоя карноза, которая заплетала все окно. И мы на нее ходили смотреть, как на какое-то произведение искусства, потому что она все время цвела. У нее все время были вот эти шапки розовых цветов, ну, такие шарики, и все время на них был нектар. Ну и, конечно, мы его облизывали, когда не видели родители. Но в 9 лет брать отросток или в 8 лет брать отросток, ну, даже тогда в голову не пришло. Но память об этом осталась. И когда я стала постарше, там лет в 20-25, у меня была такая хоя и росла очень долго, и я раздавала ее всем соседям, но потом по каким-то причинам, я не знаю, то ли она стала очень огромная, не все хои помещаются в квартирах, когда особенно это лиана,
и она заплетает чуть ли не потолок. Но, наверное, я ее кому-то подарила. Вот историю своей хвои я не помню. Я помню, что я ее, ну, всем, кому, кто хотел, я ее отрезала. Но и у меня ее не стало. Я все время думала, да где же взять эту хвою? Ну вот, ну как-то так сложилось, что ни у одних моих знакомых такого растения не было. И 2 года назад я кинула клич по всем своим знакомым, говорю, ну у кого-нибудь есть, дайте отросточек. Вот этой карнозы старой, которую я помнила. Мне принесли даже 3 отросточка. Она у меня, я не могу ее принести, она действительно за 1,5 года выросла очень большая, но сейчас фотографию где-нибудь в каком-нибудь углу мы ее поставим. Она у меня растет на балконе в большом ящике, вот такая, вот такая вот там. Но не цветет. Ей нужно найти другое место. Там темно для нее. И лампочка есть сверху, но все равно для нее темно. И вот поэтому на этой выставке, на этой и на прошлой, я подходила к тем людям, которые приносят продавать хвои, и год назад, в прошлом году у нас не было этих выставок, ну, по понятным, опять же, причинам, и год назад я искала мелколистные хвои. Вот одна мелколистная хвоя, которую я купила больше года назад. И позади меня здесь 2 сорта. Покупала маленькими отросточками. Сейчас я вам их подробнее расскажу. Это хвоя, по-моему, лакуноза. Вот у нее очень красивый листик. Такой, как мраморный. Светлое пятнышко. И сейчас покажу вам еще. Вот здесь у нее так. Цветонос, но цветы еще не раскрыты. Цветочки очень маленькие. Ричи, перестань. Цветочки очень-очень маленькие. Но видите, вот такой небольшой шарик. У меня все на прищепках, потому что если я длинные их распущу, они будут до пола доставать. И вот здесь есть 2 цветоноса. Сейчас, если камера возьмет, покажу. Вот 2 цветоноса. Вот выпускают еще цветочки. И вот цветочки будут. А вот еще есть, кстати, вот он. Вот, тоже собирается зацвести. Но есть одно но. Вот я сейчас специально повесила на эту полку хвою, даже 2 в одном горшке. И боюсь, что вот эти цветочки, которые я вам сейчас показала, они не откроются. Вот для таких ампельных форм, как только переносишь ее с места на место, вот буквально меняешь ей положение. У меня даже на одном окне есть 2 крючка. И если я перевешиваю там 30 или 40 сантиметров между крючками, ну пусть полметра между этими крючками, и если я перевешиваю с места на место хвою, она моментально сбрасывает цветы. Вот есть такой нюанс у ампельников. Цветет такой бело-желтенький, оно светлое очень. Аромат яркий, насыщенный, сладкий. И пахнет в основном, молодец, и пахнет в основном вечером. Выключается свет на кухне, она у меня растет на кухне. Ой, нельзя! Нельзя цветы трогать, Сёма, ты что? Что ж такое опять? Брысь отсюда! Брысь, не мешайся! Днем не пахнет, а вечером вот этот сладкий аромат наполняет всю кухню. Еще одна, по-моему, это хвоя Белла. Вот сейчас она распустила цветы, прямо хочу вам показать эти цветочки. Ну, такие красивые. Сейчас положу вот сюда на веточку. Хрустальные.
Вот внутренняя часть этой хвои, когда на нее смотришь на просвет, как будто это такое красивое или стекло, или хрусталь. Вот действительно, хоть и цветочек очень мелкий, но такой красивый. Вот от этой хвои очень тонкий и нежный аромат. Я покупала отросточек 10 сантиметров. Вот так он разросся за эти 1,5 года. А сколько уж я отрезала от нее еще отросточков и подарила, это просто сосчитать крайне сложно. Эти 3 ампельных хвои растут, ну, просто великолепно. Я их покупала в зиму. Мне казалось, что зимой вот что-то может не примется, не растет. Как началась весна, они просто с такой скоростью начали расти. И цветут. Правда, там у меня западное окно. Цветут, я бы сказала, не очень. Потому что хвое нужен яркий рассеянный цвет. Это тропические растения. Поэтому там всегда светло и тепло. Кто-то мне задавал вопрос, у меня 2 года хвои, а они не цветут. Ну, во-первых, она должна превратиться в более взрослое растение, а во-вторых, если нет, я не говорю о прямом солнце. Должно быть хорошее солнечное окно, но от прямого солнечного света, ну, так же, как и орхидеи. Они просто сгорят, их нужно притенять. Вот триколор тоже росла на западном окне, поэтому еще ни разу не цвела. И даже росла плохо. Сейчас перевесила на другое окно, сразу пошли вот такие росты. Ну, правда, почему-то одна идет зеленая, другая идет... Здесь даже где-то у меня есть и розовый листик. Вот розовый листик. Как только попадает на нее достаточное количество света, листики и розовые бывают. А так, ну, пока еще не цвела. И вот на этой выставке мне очень хотелось разнообразить свою коллекцию хвой. Я покупала кустовые хвои, мультифлора. Это мультифлора белая. Я ее даже успела пересадить. Покупала сразу большой кустик. Но вот эти 2 листика и вот эти 2 выросли у меня. Цветоносы тоже уже подросли у меня. Вот эту хвою я покупала в начале месяца. Это белая мультифлора. А ту, которую я купила на выставке, это маленький тоже росточек, это будет желтая мультифлора, это кустовые. Вот хочу сформировать из нее красивый кустик. Я вам все, когда покупала, показывала. Вот такая, с названием. Но они, в принципе, все с названиями. Если где-то не написано на горшочке название, я потом напишу и покажу, как оно цветет. Маленькие отросточки, но хвои растут очень быстро. Вот это мне хвоя понравилась. Фенлей Сони. Ее даже покупают не за ее цветы. Ее покупают за ее красивые листья. А цветет она всего 12 часов. Цветочки распускаются всего на 12 часов. Цветы красивые, но лист у нее бесподобный. Ну и будет крупная. Вот буду придумывать, куда их ставить. Кустовая хвоя лобби. Кустик старый, но есть 2 молодых отростка. Тоже можно формировать красивый из нее куст. Я специально готовила подоконник южный. Убирала с него все орхидеи для того, чтобы вот купить хвои и сделать там и кустовые, и ампельные, и вот такие на дуге, лианы. Вот еще лиана. Здесь есть название, прямо есть картинка.
И еще одна лиана. Ну, это вы видели, я ее покупала, у нее просто какие-то красные цветы. Ну, красную хою не купить, это, наверное, я не знаю даже. Потому что белых очень много белых, розовых, а красная попадается крайне редко. И одну из хой я получила в подарок. Уже после выставки одна из моих подписчиц отрезала мне целых 3 росточка. Я думаю, что они в водичке быстро укоренятся. Очень красивое цветение. Покажу вам и название, и цветение. Но лист тоже огромный. Тоже ее можно заплетать как лиану. Что касается ухода за хоями. Вы знаете, я никогда в жизни не заморачивала себе голову по уходу за хоями. Единственное, что я делаю, я их пересаживаю. Причем пересаживаю я их в грунт, там какой-то специальный, какое-то что-то, я ничего не делаю. Я беру грунт обыкновенный для синполей или для фиалок. Вот у меня все другие растения растут в таком грунте. Но другие у меня еще есть бегония. Простая, совершенно простая бегония, поэтому даже показывать не буду. Все растут вот в этом фиалочном грунте. Замечательно себя чувствуют. Вот эти все тоже в него посажены. Поливаю по мере просыхания. Хои не любят, чтобы их сильно заливали. У них грунт должен просыхать на 3-4 сантиметра. Ну вот как и орхидеи. Но здесь, конечно, другие корни. Здесь и земля у них, и, конечно, не кора никакая. Но тоже любят, но любят влажность воздуха. Поэтому свой единственный увлажнитель я поставила рядом с ними. Очень любят опрыскивание, очень любят, когда их купают. А вот то, что касается цветения, им нужен вот этот яркий рассеянный свет. И тогда они будут цвести. Цветут, как правило, с весны до поздней осени. Вот видите, я же вам показываю сейчас, у меня опять они зацветают. Цветут все по-разному. Вот, например, вот это, вот она, эти маленькие, цветет 2-3 дня. Ну, от силы 5, от силы. Как-то зонтик, я заметила, вот этот зонтик с цветочками продержался 5 дней, потому что 5 дней я чувствовала от него прямо яркий аромат, потом моментально осыпается. Хоя фейлинсона цветет всего 12 часов. Всего 12. То есть утром распускается, вечером цветочки опали. Ну, собственно говоря, как и гибискус. Гибискус тоже цветет 1 день. Вот этот поддержит свои цветы, если его сейчас не сильно поранит то, что я перенесла его и показываю вам в другое место. Этот процветет примерно неделю. А карнозы цветут по 3 недели. Опять мы приходим к одному и тому же. Все цветы разные, но очень красивые. Поэтому я люблю не только орхидеи, моя любовь с детства – хои. Поделитесь в комментариях, а какие есть хои у вас и любите ли вы этот цветок. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!